Добро пожаловать на канал Animal Reality. Сегодня вы услышите историю о сыне миллионера, который был слеп много лет, пока одна маленькая девочка не обнаружила в его глазах нечто невероятное. То, что произошло дальше, изменило все. Сын миллионера был слеп с самого детства. Его звали Дэниел. Он жил в роскошном особняке вместе со своим отцом Ричардом Хейзом, одним из самых богатых людей страны. У них было все, о чем только можно мечтать. Дорогие автомобили, частный самолет, огромный штат прислуги и миллионы долларов на банковских счетах. Но ни деньги, ни связи не могли решить одну проблему. Дэниел не видел мир вокруг себя. Лучшие специалисты из разных стран пытались помочь ему. Его обследовали в самых известных клиниках, проводили сложные процедуры и назначали новейшие методы лечения. Однако каждый раз результат был одинаковым. Врачи лишь разводили руками и говорили, что причина слепоты остается загадкой. С каждым годом надежда становилась все слабее. Ричард был готов отдать все свое состояние, лишь бы увидеть, как его сын однажды посмотрит ему в глаза. В конце концов, он объявил награду в $1 миллион тому, кто сможет помочь Дэниелу вернуть зрение. Новость быстро разлетелась по стране. Люди обсуждали ее в социальных сетях, на телевидении и в газетах. Многие пытались воспользоваться шансом разбогатеть, но никто не приблизился к разгадке. И вот однажды эту историю услышала 12-летняя девочка по имени София. Она жила в маленькой деревне вместе с родителями. Их семья была бедной, и денег едва хватало на самое необходимое. Но София отличалась от других детей. Она была очень наблюдательной и всегда замечала то, что остальные упускали из виду. В тот вечер она долго думала о слепом сыне миллионера. Ночью ей приснился странный сон. Она увидела мальчика, сидящего в темноте. Затем перед ее глазами возник яркий серебристый отблеск внутри его правого глаза. Сон был настолько реалистичным, что утром девочка не могла перестать о нем думать. Через несколько дней София убедила родителей поехать в город. Когда они добрались до особняка Хейзов, охрана сразу отказалась их пропускать. Но София уверенно заявила, что знает причину слепоты Дэниела. Эти слова услышал сам Ричард. Миллионер уже потерял веру в чудеса, однако что-то в голосе девочки заставило его остановиться. Он решил дать ей шанс. Через несколько минут София оказалась в комнате Дэниела. Парень сидел возле окна и слушал пение птиц. Девочка внимательно посмотрела на него. Несколько секунд ничего не происходило. Затем она заметила едва различимую вспышку глубоко внутри его глаза. Это было похоже на крошечную металлическую искру. София замерла. Сердце начало биться быстрее. Именно это она видела во сне. Девочка сказала, что внутри глаза находится что-то постороннее. Все присутствующие переглянулись. Врачи уже много раз проверяли его глаза и никогда ничего не находили. Но ради интереса Ричард приказал провести еще одно обследование. На этот раз использовали самое современное оборудование. Несколько часов специалисты изучали результаты. И вдруг один из профессоров резко вскочил со своего места. На снимках действительно обнаружился неизвестный объект. Он был настолько маленьким и находился в настолько необычном месте, что его просто не замечали долгие годы. В особняке началось настоящее волнение. Немедленно собрали консилиум лучших хирургов. После долгих обсуждений врачи решили провести операцию. Риск был огромным. Любая ошибка могла навсегда лишить Дэниела даже малейшего шанса на восстановление зрения. В день операции атмосфера была напряженной. Ричард ходил по коридору больницы и каждую минуту смотрел на часы. Ему казалось, что время остановилось. Наконец, спустя много часов двери операционной открылись. Главный хирург вышел к семье с серьезным выражением лица. В руках он держал прозрачную капсулу. Внутри лежал странный металлический фрагмент размером меньше рисового зерна. Все были потрясены. Но самое невероятное произошло позже. Когда Дэниел очнулся после операции, врачи начали проверять его реакцию. Сначала он моргал от яркого света, потом медленно повернул голову. Вдруг на его лице появилось удивление. Он посмотрел прямо на стоящего рядом отца и тихо произнес: «Я вижу тебя». Ричард не смог сдержать слез. Впервые за многие годы его сын видел его лицо. Вся палата наполнилась радостью. Казалось, произошло настоящее чудо.
Однако история на этом не закончилась. Ученые решили выяснить происхождение найденного предмета. Исследования продолжались несколько недель, и когда результаты были готовы, они шокировали всех. На поверхности фрагмента обнаружили серийную маркировку. Выяснилось, что это часть старого медицинского устройства, которое использовалось много лет назад во время обследования маленького Дэниела. По неизвестной причине крошечный элемент отделился от прибора и оказался внутри глаза ребенка. Именно он медленно нарушал работу зрительной системы все эти годы. Ошибка оставалась незамеченной более 10 лет. Лучшие специалисты искали сложнейшие болезни и редкие синдромы, даже не подозревая, что причина находится буквально перед ними. Но больше всего людей удивляло другое. Как обычная деревенская девочка смогла заметить то, чего не увидели десятки профессионалов? На этот вопрос никто так и не нашел ответа. Когда Ричард предложил Софии $1 миллион, она неожиданно отказалась. Вместо денег девочка попросила построить современную школу в ее родной деревне. Миллионер был настолько поражен ее добротой, что выполнил просьбу без колебаний. Уже через год в деревне открылась новая школа, где смогли учиться сотни детей. София стала известна на всю страну, а Дэниел начал новую жизнь, в которой впервые увидел небо, солнце, деревья и лица людей. И каждый раз, вспоминая тот день, Ричард говорил одну и ту же фразу. Иногда судьба прячет ответы в самых неожиданных местах, а настоящие чудеса приходят от тех, от кого никто их не ждет. Вот такой невероятной оказалась история Дэниела, Софии и тайны, которая долгие годы оставалась скрытой от всех. Иногда самые большие открытия совершают не знаменитые ученые и небогатые люди, а те, кто умеет внимательно смотреть и верить в невозможное. Если вам понравилась эта история, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Animal Reality и напишите в комментариях, верите ли вы, что такие удивительные совпадения могут происходить в реальной жизни. Спасибо, что были с нами до конца. До встречи в следующих выпусках, где вас ждут еще более невероятные и захватывающие истории